Всем привет! С вами я, Алина Галин, и вы на моем YouTube-канале Trend Division. Сегодня мы поговорим про то, как правильно ухаживать за своими вещами или даже как правильно их спасти, если вдруг возникла экстренная ситуация. Давайте разберемся, а правильно ли вы ухаживали за вещами все это время? Обязательно подпишитесь на этот канал, чтобы не пропустить другие полезные и модные советы. Начнем? Я разделила все советы, так как их достаточно много, на три большие категории. Первое– это очищение, второе– это отглаживание и третье– это хранение. Давайте начнем с первой категории. Итак, совет номер один, я думаю, что самый распространенный, которым, возможно, вы уже пользуетесь, это выворачивать ваши вещи наизнанку, когда вы стираете их в стиральной машинке. Зачем это надо? Для того, чтобы вещь меньше травмировалась и чтобы она дольше оставалась в своем первостепенном состоянии. Если мы говорим здесь про еще большую осторожность по отношению к вашим вещам, то я рекомендую использовать вам специальные мешки для стирки. Это небольшие мешочки, как правило, на молнии, либо на липках. Они достаточно недорогие, продаются комплектами и отдельно. Вы можете их найти в интернете, заказать на Алиэкспрессе. Один из самых дешевых вариантов. И зачем все это надо? Для того, чтобы ваша вещь, которая будет находиться в отдельном мешочке, дольше сохраняла свой красивый внешний вид. В особенности это касается нижнего белья, потому что оно, как правило, делается из более тонкой ткани, из более мягкой ткани, и поэтому важно, чтобы другие вещи не причинили так называемый вред вашему нижнему белью. Также эти мешочки отлично помогают сохранить различные небольшие детали, которые могут быть на одежде. Это может быть какая-нибудь вышивка, бисером, либо еще какими-нибудь кристаллами. То есть все то, что достаточно легко может оторваться во время стирки. Поэтому ради безопасности обязательно, совет номер один, выворачиваем вещи наизнанку и кладем в специальный мешочек для стирки. Давайте продолжим разговор именно про использование стиральной машины и про молнии и пуговицы. В чем у нас здесь есть некоторые особенности? Когда вы стираете, например, брюки, на которых есть молния, то молнию мы обязательно застегиваем. Таким образом, молния не будет травмировать другие вещи, которые находятся в одном барабане вашей стиральной машины. Но что касается пуговиц. Пуговицы – это у нас, можно назвать, более тонкая материя, поэтому, когда вы, например, будете стирать рубашку на пуговицах, то, наоборот, ее застегивать не надо, потому что, когда у вас вещь будет стираться, естественно, там в стиральной машинке происходит полный каламбур на достаточно больших оборотах, поэтому вполне вероятно, что, когда у вас будет застегнутая рубашка, то разные вещи, которые будут вперемешку с ней, будут растягивать застегнутую вашу рубашку в разные стороны, тем самым создаваться огромное напряжение на нити, которые держат эти пуговицы, и вполне вероятно, что либо нити будут более слабые, и когда-нибудь при прогулке у вас эти пуговицы отвалятся, либо, возможно, в моменте самой стирки пуговицы могут отвалиться. Поэтому здесь мы с вами запоминаем, что если у нас молния, то мы обязательно ее застегиваем, она крепкая, она выдержит, и при этом не повредит никакие другие ткани и материалы, находящиеся в стиральной машинке. А если же мы говорим про пуговицы, то наоборот, пуговицы мы расстегиваем и заворачиваем просто их внутрь. Давайте поговорим также про стиральную машину и про сохранение цвета вещи. И здесь будет таким первым пунктом это то, что если, например, у вас есть белые вещи, а я надеюсь, что у вас есть белые базовые футболки и рубашки, то, естественно, со временем они занашиваются, застирываются, и нам нужно приводить их обратно в чувство, в порядок. Поэтому здесь временами нужно использовать отбеливатель для того, чтобы можно было вещь восстановить. То есть стиральную машинку используйте совместно с отбеливателем. Либо, например, есть другие различные методы, как можно заранее отбелить вещи и затем, например, постирать. Это уже на ваше усмотрение, как вы к этому привыкли. Очень важно, если, например, у вас какое-то белое изделие, например, та же футболка с каким-то цветным принтом, то логично, что отбеливатель здесь использовать мы не можем, потому что цветной принт, цветные детали также, соответственно, будут подвергаться воздействию отбеливателя, и цвет просто оттуда-напросто уйдет. Не зря на стиральных порошках пишут эти для белых вещей, эти для цветных. Поэтому важно и не забывайте, что цветные вещи важно стирать именно с цветными вещами, чтобы они друг друга не окрашивали. Но бывают различные варианты, когда, например, даже цветные вещи могут друг друга покрасить. Как же нам этого избежать? Есть два классных способа, которыми я с вами сейчас поделюсь.
Способ номер один – это использование так называемых цветовых ловушек. Итак, что такое цветовые ловушки? Цветовые ловушки – это небольшие такие лоскуточки, ну, можно сказать, ткани, которые абсорбируют в себя лишний цветовой пигмент, который выходит из ткани во время стирки. И таким образом он впитывает в себя краску, которая выходит из ваших вещей, которые находятся в стирке на текущий момент, и, соответственно, не дает им закрасить другие ваши вещи. То есть в 99% случаев они срабатывают, помогают, и, соответственно, можно спасти ваши вещи от покраски. И второй способ проверить, линяет ли ваша вещь, новая или не новая. Бывает, что не новые вещи тоже линяют после нескольких стирок. Соответственно, мы намачиваем эту вещь и на нее кладем сверху, либо ее окутываем в какую-то светлую ткань, и желательно хлопковую. Соответственно, мы ее туда оборачиваем, немножко промакиваем, можно даже немножко пожать. Затем смотрим, если на белой ткани у вас остаются следы цвета, соответственно, вашей новой вещи, то вещь красит. Если, соответственно, она не оставила никаких следов, то вещь не полиняет. Далее поговорим про сложные ткани. К сложным тканям в данном случае мы можем отнести, например, шелк или шерсть. Возможно, у вас были ситуации, когда вы покупали себе прекрасный, мягкий, красивый, как они обычно выглядят, кашемировые свитеры, а затем не почитали бирочку и постирали в стиральной машинке, вынули, ну, что-то с размером примерно на кота, либо на маленькую собачку. Да, такое бывает. Так вот, чтобы такого не допустить, во-первых, важно, чтобы вы читали, что написано на бирках, как правильно стирать ту или иную вещь, как правильно стирать ту или иную ткань. Со временем вы запомните, но самое главное заложить некую базу, основу, как правильно использовать вот эти ярлычки, на которых написано, при какой температуре, ручная ли стирка, машинная ли стирка, возможно ли замачивание и так далее. Для того, чтобы с этим разобраться, в комментариях я обязательно оставлю вам ссылку на статью, где подробно описывается, как чем пользоваться, как, что читать. Поэтому обязательно уделите внимание для того, чтобы весь ваш гардероб, и новый, и старый, сохранил свой прекрасный прежний вид. Итак, возвращаясь к шелку и шерсти, то здесь очень важно, когда вы вещь постирали вручную, либо, например, на деликатной стирке в машинке, то когда у вас доходит процесс до сушки, обязательно важно понимать, что мы не можем жестко выжимать этот материал. И, соответственно, на большие обороты в машинке тоже ставить не рекомендуется. Это тоже все, как правило, прописывается на бирках. Поэтому будьте внимательны, когда, например, вы стираете шелковую либо шерстяную вещь, то важно ее достать, аккуратно можно положить на плотное полотенце и промокнуть. То есть так, чтобы влага вышла именно такими вот движениями мягкими, чтобы мы промокнули, грубо говоря, нашу вещь. И затем самое главное корректно повесить эту вещь сушиться, для того, чтобы не оставалось заломов либо каких-то растяжек. И шелк оставляет достаточно хорошие заломы после стирки, ну и тоже на шерстяных изделиях, если вы повесите, например, на какую-нибудь железную сушилку, да, просто перекиньте, то, естественно, на середине у вас материала будет оставаться залом. Поэтому будьте внимательны. Например, когда я стираю свитер из шерсти, я, как правило, просто кладу его на плотное полотенце для того, чтобы оно максимально быстро высушилось, затем переворачиваю, и оно сушится с другой стороны. Таким образом, ни материал не растягивается, не деформируется, и я понимаю, что вещи не будет нанесен никакой урон. Теперь давайте поговорим про очищение с другой стороны, не через стиральную машинку, а такими ручными способами. И здесь совет номер один – это использование мицеллярной воды. Если у вас, например, дома ее еще нет, зачастую девушки ее используют, ну и, как правило, она была придумана для того, чтобы быстро снимать макияж с лица, но лично я мицеллярную воду использую для того, чтобы чистить различные пятна, либо обувь. Итак, давайте начнем с обуви. Например, если у вас есть кроссовки, где по низу идет белый кантик, который, естественно, очень быстро покрывается такими чирками. Там случайно задели что-то, тут вам на пятку наступили и так далее. Ну и в целом от пыли белый цвет достаточно быстро превращается в серый. Поэтому здесь на помощь придет нам мицеллярная вода, которая очень быстро уберет все эти чирки. Самое главное – быстро очистить эту обувь, то есть не так, что вы поставили эти чирки на обуви месяц назад, и вот сейчас наступил тот решающий момент, когда вы решили вдруг почистить. Нет. Чем быстрее вы будете очищать пятна, тем, соответственно, быстрее и проще они у вас уйдут. Поэтому просто берем ватный диск, наносим туда мицеллярную воду и просто счищаем это все. И таким образом будет выглядеть гораздо лучше. Знаю, что касательно обуви, многие используют зубную пасту мятную с щеткой. Я думаю, что это тоже работает, потому что механическое воздействие достаточно грубое, но это up to you, как говорится, на ваше усмотрение. Лично для меня мицеллярная вода подходит здесь лучше.
Также зачастую у нас, у девушек, бывают такие проблемы, когда, например, мы уже накрасились и потом решили одеваться, что достаточно правильно, чтобы мы, не дай боже, там не запачкали наш наряд. Но, например, когда вы надеваете белую футболку или какую-нибудь там водолазку, может быть, да, с достаточно узким горлом, то вполне вероятно, что краешки где-нибудь вы можете запачкать. Или, например, когда носим верхнюю одежду с высокими воротниками-стоечками, то, соответственно, тоже достаточно быстро края у нас пачкаются именно тональным средством. Так вот, чтобы убрать тональное средство, мы тоже берем мицеллярную воду. Мицеллярную воду наносим на пятно, которое, например, мы оставили. Затем берем ватный диск, на него наносим еще мицеллярную воду, промакиваем это место, где у нас пятно находится, и затем промываем холодной водой. Если, например, сейчас не виден стопроцентный эффект, но в любом случае пятно станет гораздо более блеклое, то можно запустить еще в стиральную машинку, если у вас есть такая возможность. Но в целом мицеллярная вода, как правило, срабатывает очень хорошо и достаточно быстро убирает вот эти свежие пятна от тонального средства. Также мицеллярная вода нам подойдет, если, например, вы запачкали сумку ручкой, точнее ее пластиком. Поэтому здесь можно нанести на ватный диск и аккуратненько потереть. Также, как вариант, можно использовать спирт, потому что он более жесткий и, соответственно, лучше уберет пятно, но нужно смотреть, какой именно у вас материал сумки, чтобы, не дай боже, если она там лаковая, чтобы у вас не появился такой матовый след. Поэтому здесь будьте аккуратны, если не будете уверены, лучше используйте мицеллярную воду, она будет помягче. Также, если мы говорим про следы от ручки, но уже на одежде, то здесь лучше использовать спирт. То есть мы наносим спирт на место, оставляем его впитаться на некоторое время и затем запускаем стирку в стиральную машинку. И пятна как не бывало. Также про очищение давайте поговорим и про обувь. Да, у нас сейчас середина лета, но осень не за горами, естественно, у нас будут дожди, будет слякоть, грязь и так далее. Поэтому тоже важно, чтобы ваша обувь надолго оставалась в первоначальном виде. Итак, какие советы у нас есть по обуви? Когда вы приходите с улицы и, например, на улице был дождь или в целом ваша обувь стала мокрой по каким-либо причинам, то не ставьте, пожалуйста, ее под батарею, потому что таким образом и кожа, и замша деформируется, высыхает и становится в целом непрезентабельного вида. Поэтому здесь не нужно ставить под батарею, хотя как будто бы логично, раз она сухая, надо ее высушить. Но здесь не работает такой способ, точнее он работает, но он будет уходить вам в минус. Поэтому лучше используйте сухую бумагу, любую, которую вы положите внутрь, можно также накрыть сверху, например, вашу обувь бумагой для того, чтобы она просто механически впитала всю влагу, и, соответственно, обувь в комнатной температуре высохнет. Да, это произойдет не так быстро, как под батареей, но в любом случае вы сможете эту обувь поносить еще и в следующем сезоне. Также, когда вы выходите на улицу, особенно это касается, естественно, осени, зимы и весны, самых таких грязных сезонов, то обязательно используйте водоотталкивающие средства для вашей обуви. Или, например, если мы говорим про кожу, то используйте обязательно специальные кремы, которые также будут защищать поверхность кожи от излишней влаги и реагентов. Таким образом, ваша обувь дольше будет выглядеть более презентабельно. Также, если мы говорим про кожаную обувь, когда вы возвращаетесь с улицы домой, важно за ней правильно поухаживать. Здесь есть 3 простых этапа, которые мы делаем. Первое – это убираем излишнюю пыль, грязь, которая осела у нас на обуви за прогулки. Здесь используем мы обычную хлопковую сухую тряпочку. Вторым пунктом здесь будет у нас использование слегка влажной тряпки, чтобы можно было протереть, уже более глубоко убрать всю эту пыль и грязь. Затем вытираем сухой, да, вот такой сложный компонент. И затем на кожаную обувь, как правило, наносится крем для того, чтобы кожа у нас не сохла, прямо как на лице либо на руках, и, соответственно, чтобы ваша обувь дольше сохраняла красивый вид. И второй блок – это у нас про отглаживание либо отпаривание одежды. В целом я бы рекомендовала, если вдруг вы сейчас выбираете, что именно приобрести, лучше утюг либо отпариватель, на мой взгляд, лучше выбирать отпариватель, потому что это достаточно быстро, это комфортно и это имеет лучший эффект. Совет номер 1: если у вас есть кожаные изделия, то их отпаривать либо отглаживать нужно именно изнутри. Возможно, если вы уже пытались отгладить либо отпарить какую-то кожаную вещь, то когда вы пытаетесь сделать это с внешней стороны, то, как правило, эффекта здесь никакого нет. Поэтому отпариваем мы изнутри для того, чтобы внешние заломы быстрее ушли. Конечно же, при отпаривании либо отглаживании вещей важно соблюдать температурный режим. Чем тоньше, мягче и нежнее ткань, тем, соответственно, ниже должна быть температура. На разных инструментах и утюгах, и отпаривателях, как правило, есть определенные регуляторы, которые могут вам посоветовать, дать рекомендацию, при какой температуре лучше отгладить ту или иную вещь либо ткань.
Но если, например, мы говорим про шелк, либо про шифон, то здесь у нас температура примерно 70-80 градусов. Затем, если мы говорим про полушерсть, либо шерсть, то есть не частично шерстяные материалы, то здесь примерно 100-120. Если мы говорим про хлопок, либо про лен, уже более твердые, уже более такие грубые материалы, то вот здесь примерно 150-170 температура. И на последнем месте у нас здесь стоит джинса, деним, достаточно плотный материал, то здесь мы используем, как правило, 180-200 градусов. Тоже почему мне еще больше нравится отпариватель, потому что отпариватель — это вода, которая преобразовалась в пар. Почему важно было это проговорить, хоть вы и так это понимаете, потому что когда мы работаем отпариватель, например, с такими материалами, в которых очень грубые заломы получаются, здесь самый яркий пример — это лен, да, что достаточно быстро он принимает форму того залома, который на нем есть, то, соответственно, такой залом лучше всего и убирать и на хлопке, и на льне именно с помощью слегка влажного пара. А когда вы пользуетесь именно отпариватель, то, конечно же, пар там и есть влажный. Но, например, если вы пользуетесь утюгом, то если вы не используете пар, то это будет просто сухое, очень горячее нажатие на ткань, что не возымеет такой сильный эффект. Поэтому, если вы пользуетесь утюгом, то лучше пользоваться еще и паром, если он встроен в ваш утюг. Если же нет, то немножко нужно освежить ткань. То есть немножко ее можно из пульверизатора водой побрызгать для того, чтобы этот залом гораздо лучше разгладился. Если же мы говорим про отглаживание шерстяных вещей, то про температуру мы уже говорили. Важно еще здесь упомянуть, что такую вещь лучше отпаривать через достаточно плотную влажную ткань, для того, чтобы ваша вещь шерстяная не деформировалась. И еще один важный лайфхак по использованию отпаривателя — это именно отпаривать вещи изнутри. То есть не по внешней стороне вещи вводить, а именно по внутренней. Здесь, во-первых, повышается безопасность. Если вдруг у вас остались там какие-нибудь шерстинки, пушинки, может быть, какая-то грязь на самом отпаривателе, которым вы проводите именно по вашей ткани, то вы не запачкаете вещь. А с другой стороны, и также, если, например, вы будете отпаривать трикотаж, то бывает, что ты проводишь ручкой, иногда она может зацепить саму вещь, и получается такой, как небольшой мешочек, провис. То есть придется вещь нам перепаривать. Для того, чтобы этого не было, лучше все-таки делать изнутри. Так вы будете лучше видеть результат, эффект, точно ли у вас отпарился тот или иной элемент, и также точно у вас вещь останется чистой и гладкой. И последний совет — это если, например, у вас на вещах, особенно на трикотаже, есть растяжки, чтобы повесили какую-то вещь на специальные вешалки-защипы, то, соответственно, здесь тоже можно достаточно быстро их отпарить, либо с помощью отпаривателя, либо с помощью утюга, в котором тоже есть пар. И последний блок — это хранение вещей. Недалеко уходя от специальных вешалок с защипами, давайте здесь поговорим про то, как не оставить заломов, потому что когда мы защипываем, то, соответственно, защипы достаточно плотные, они очень активно влияют на вещь, какой бы плотной она ни была, в любом случае могут остаться либо следы, либо, например, какие-то растяжки. То есть как справиться с растяжками, мы с вами только что проговорили, а что делать со следами? Так вот, чтобы этого не было, вы можете сделать небольшую прослойку или прокладку между защипом и, соответственно, вашей вещью. Поэтому здесь можно использовать, например, ватные диски для того, чтобы смягчить нажим на вашу вещь. Второй пункт здесь — это хранение вещей в гардеробе и избавление от моли или других насекомых. В целом мы достаточно редко перебираем свои гардеробы, возможно, раз в сезон, возможно, реже, и поэтому, если вещи достаточно долго залеживаются, во-первых, есть риск того, что там может появиться моль, и, во-вторых, также может появиться неприятный запах от залежавшихся вещей. Поэтому здесь мы говорим про аромат. Здесь мы можем использовать специальные аромаподушечки, либо, например, мы можем использовать специальные аромамасла для того, чтобы у вас гардеробной, во-первых, был всегда свежий, приятный запах, то есть чтобы вещь вы могли надеть, и она у вас пахла приятно, а не просто залежавшейся какой-то вещью, и вам не пришлось ее перестирывать. И также, чтобы, соответственно, не заводились насекомые, которые этих запахов не выносят. И последний пункт касается хранения сумок. И здесь наверняка вы знаете, что многие сумки продаются в специальных пыльниках. Это сделано не просто так, не просто для красивой оболочки или как пиар-ход, а для того, чтобы ваша сумка дольше сохранила свой первоначальный внешний вид. Когда вы храните сумку, во-первых, очень важно, чтобы она у вас была наполненная, особенно если она сделана из натуральной кожи. Потому что если, например, вы будете вставлять сумку пустой, то достаточно быстро кожа прогнется и примет абсолютно другую форму. И вам, возможно, потом будет достаточно сложно вернуть ее первостепенный вид, потому что кожа просто деформируется, вогнется, потому что внутри будет пусто и, соответственно, будет выглядеть абсолютно по-другому. Для того, чтобы такое не случилось, кстати, обратите внимание, в магазинах, например, когда сумки продают, внутри обязательно лежит специальный наполнитель
наполнитель для сумок, для того, чтобы сумка, ну, во-первых, выглядела более презентабельно, а во-вторых, для того, чтобы она не деформировалась. Поэтому делайте то же самое дома. Когда вы храните сумку, обязательно нужно, чтобы внутри сумки был наполнитель. Если, например, у вас нет специального наполнителя, вы можете положить туда какие-нибудь вещи, либо, например, бумаги, либо, например, пакет с пакетами, если у вас такое имеется, что-нибудь, что поможет сохранить форму сумки. Второе – это хранение самой сумки непосредственно в пыльнике. Если она у вас продавалась в пыльнике, то лучше в пыльнике ее храните. Во-первых, от пыли защищает пыльник, поэтому такое логичное название. Во-вторых, пыльник делается, как правило, из хлопчатобумажных материалов, то есть те материалы, которые дышат. А кожа, из которой сделана ваша сумка, ей тоже важно дышать, как бы абсурдно это ни звучало. Поэтому важно, чтобы ваша сумка находилась именно в пыльнике, а не в какой-то пластиковой коробке или в пластиковом пакете, например, потому что кожа, как я уже проговорила, важно дышать. Также важно, чтобы кожаные изделия у вас не находились под прямыми солнечными лучами, потому что логично, что они у вас будут выцветать. Да, в общем-то, даже как и хлопковая, например, футболка, если вы ее повесите на солнце, она вот достаточно быстро выгорит. Поэтому будьте внимательны и аккуратны. Мы проговорили с вами, на мой взгляд, базовую и даже расширенную версию уходом за вещами, за сумками и за обувью. Поэтому, пожалуйста, обязательно делитесь в комментариях. Уверена, что у вас есть какие-нибудь секреты, которыми вы также пользуетесь на ежедневной основе для того, чтобы можно было продлить жизнь своим вещам. И также напишите, какие советы были для вас открытием. Мне и другим будет очень полезно почитать ваши комментарии, чтобы понять, как еще лучше мы можем сохранять наши вещи в порядке, красоте и своем первоначальном виде. Если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, ставьте палец вверх. Очень надеюсь, что оно было для вас полезным. С вами была я, Алина Галин. Вы были на моем YouTube-канале Trend Division. Будьте красивы и любите себя.